Если честно вам сказать, мы такого Бадахоса точно не ожидали увидеть. Зеленый, красивый, где сочетается и история, и современность. Смотрите, с полноводной рекой Гвадиана, с несколькими красивейшими местами, мостами. Вот очень меняется впечатление, то, что ждешь, то, что ожидаешь, и что в реальности. Абсолютная противоположность. Я просто потрясена и поражена. Когда говорят про Экстремадуру, обычно представляют жару, сухую землю и выжженные поля. Но реальность оказалась совсем другой. Мы ехали сюда из провинции Аликанте, и уже сама дорога начала ломать наши представления об этой части Испании. Дорога наша проходила через Ла-Манчу, ту самую землю Дон Кихота. Кстати, про эти места мы уже рассказывали в отдельном ролике. В мае Ла-Манча оказалась совершенно неожиданной. Зеленые поля, красные маки, желтые и сиреневые цветы – все выглядело совсем не так, как обычно представляют центральную Испанию. Потом мы сделали остановку у реки. Тишина, пение птиц, густая зелень. И в этот момент стало трудно поверить, что впереди нас ждет один из самых нетуристических регионов Испании. А дальше начинается Экстремадура. Регион, о котором туристы почти не говорят. Ну, практически это и не туристический регион. Почему же сюда почти не едут туристы? Действительно ли здесь жарко летом? И правда ли это забытая часть Испании? Попробуем в этом разобраться. И начнем мы с очень интересного города, с интересной историей, которая называется Бадахос. Заехали в центр, хотели остановиться, посмотреть красоты. Улочки очень узкие, и если делают ремонт, то проезд, в принципе, недоступен для больших автомобилей. Это площадь Сервантеса. Значит, он очень красивая такая площадь. И вот здесь тоже есть отели, но пока мы обозреваем все на машине. Действительно не туристический, туристов здесь не видно. Я как бы планировала начать немножко по-другому, но начинала так экстремально. То есть мы ехали и приехали. Вот он, маленький городок с узкими абсолютно улицами. Посмотрите, то есть мы задеваем даже где-то... Но опять же, это центр. Это центр, это старый город, да. Город, исторический центр. Но, конечно, просто у меня такое бурное вступление, но дальше, я думаю, мы вам расскажем, почему же этот город не туристический. И мы выехали в абсолютно современный, видимо, город с широкими улицами, парками. Маленький важный момент, чтобы понять, где мы находимся. Это регион Экстремадура, который почти не попадает в туристические маршруты Испании. Но именно здесь находится один из самых вкусных символов страны. Это край пробковых дубов, с которых снимают кору для пробок, и иберийских черных свинок, которые на свободном выгуле пасутся и питаются желудями. И именно отсюда появляется хамон биота, тот самый премиальный хамон. В мае здесь проходит большой гастрономический фестиваль «Салон дель Хамон Иберико де Герес де лос Кабаерос». А в обычной жизни этот хамон продается в каждом баре и магазине. Его можно спокойно попробовать или купить прямо здесь, как часть повседневной жизни региона. И после этого становится понятно, почему даже такой город, как Бадахос, здесь живет совсем по другим правилам. А вот сейчас, через буквально несколько секунд, мы вам покажем место, которое нас тоже неожиданно сильно удивило здесь, в Бадахосе. То, ради чего все-таки некоторые туристы сюда доезжают. Сейчас мы приехали в крепость Алькасаба Бадахоса. И это огромная арабская крепость. Она построена еще во времена мавров. То есть где-то 1000 лет назад. И что удивительно, про нее почти никто не знает за пределами Испании. И, кстати, в Испании мы тоже про нее не слышали особо. Ничего нам такого не рассказывали. Почему-то она недооценена. А Алькасаба — это не дворец в привычном смысле. Это целый укрепленный город-крепость. Вот такая большая-большая территория. То есть мы проезжали, она имеет большие такие размеры. Это целый укрепленный город. Здесь были стены, посмотрите, какие толстые. Башни, внутренние дворы. И вот интересно, знаете ли вы, для чего вот эта вот большая крепость была здесь построена, в Бадахосе? И самое необычное, здесь нет ощущения, что ты находишься в музее, то есть это живое место такое.
Все выглядит живым, настоящим, немного диким, ну, то есть историческим. Ну, достаточно так интересно. А вообще Бадахос веками был приграничным городом между Испанией и Португалией, поэтому крепость здесь была жизненно важна, жизненно необходима. Наверное, она выполняла вот такие функции такого укрепления, фортификационного сооружения. Алексей, как там видно все, да? Здесь очень интересные раскопки. Университет де Экстремадура. Там вот башни. Вот такие места почему-то запоминаются сильнее знаменитых туристических локаций. И почему-то именно вот про такие места мы не слышим так часто в туристических гидах и так далее. Но они достаточно интересные, познавательные. Да, вот мы сейчас спросили у товарища умного. Короче, он говорит, что действительно считается самой большой Алькасабой в Европе и одной крупнейшей в мире. Протяженность ее стен составляет 6,5 километров, а площадь 8 гектаров. Но она огромная, огромная. То есть мы уже видим, что это целый город. Не такой дворец в общепринятом понимании, а действительно такой большой старый город. Смотрите, с какими стенами, с историей. Заложена в 875 году мусульманским правителем таким-то. Ну, понятно. И вот именно здесь есть такое ощущение, что ты находишься в настоящей Испании. Может быть, это и есть настоящая Испания, как вы думаете? Не туристическая, не распиаренная, без туристических таких заглаженных мест, зализанных, причесанных. А вот такая она настоящая. Твоя тема. Для чего она здесь построена? Кстати, друзья, если вы знаете, пишите под видео в комментарии. Мы обязательно это сейчас дальше расскажем. Почему она именно здесь построена, в Испании. И самая большая. Выше как города. Кажется, у этой крепости есть свой охранник. Бродя вдоль стен, мы прямо на камнях увидели греющуюся змейку. Она нас заметила и быстро стала удаляться. Мы, честно говоря, тоже не стали задерживаться и тоже удалились. А со стен крепости открывается совсем другой Бадахос, вид на реку Гвадиана, мосты, современная часть города с новой застройкой. Все это видно в этом панорамном виде. И дальше мы вам покажем еще одно место, которое нас здесь сильно удивило. Очень красивая точка в городе, о которой мы совсем скоро вам расскажем. Ну и, как вы, наверное, понимаете, мавры построили эту крепость, чтобы контролировать границу, защищать город и следить за важными военными и торговыми путями в регионе. Это еще одно интересное место. Это одна из красивейших площадей Бадахоса, Пласа Альта. Она сразу отличается от привычных нам площадей, хотя вот в Севилье мы тоже видели очень необычная красивая площадь. Если вы знаете еще какие-то такие необычные красивые площади в Испании, пишите нам под видео, мы обязательно их посмотрим. А вот эта вот, она отличается от привычных нам площадей. Видите, здесь использованы как бы в архитектуре яркие арки. Не просто такие вот круглые, да, полукруглые, а они еще три цвета имеют. Яркие арки, красно-белые фасады. Ощущение старого южного города. Когда-то здесь был главный рынок и центр городской жизни. А сейчас здесь удивительно спокойно, тихо. Вот есть какие-то кафешки. Вы видите, что мало туристов, как-то не очень многолюдно. Интересно, что площадь выглядит почти как декорация фильма, но при этом как-то кинематографично даже. Вы знаете, вот этот вот эти рисунки, арки, она так ярко выкрашена, фонари, которые подсвечивают. Кажется, что это какая-то декорация, и сейчас будут какие-то съемки фильма, но при этом здесь нет толпы туристов, что еще раз доказывает, что, в принципе, это место не сильно туристическое, оно не сильно распиарено, хотя сейчас весна, прекрасное время.
И еще один очень интересный момент мы узнали. Бадахос часто называют городом птиц. И это не просто красивое название. Здесь действительно очень много аистов. А также на реке можно встретить лебедей, гусей. Мы сами видели их у воды. Аисты в Экстремадуре – это обычная часть городского пейзажа. Они гнездятся прямо на зданиях, башнях, столбах, церквях и даже на руинах крепостей. И что удивительно, они возвращаются в одни и те же гнезда годами. Постоянно их достраивают и используют снова и снова. Поэтому здесь можно увидеть огромные гнезда прямо над головой, и это воспринимается как что-то абсолютно нормальное для этого региона. И вот здесь, среди старых башен, руин, крепостных стен, уже начинаешь понимать, что это не просто туристическая точка. Это город, где живут люди. Это город для жизни, а не для туризма. С университетом, школами, колледжами, всей обычной повседневной инфраструктурой. Здесь нет ощущения постановочной Испании с бесконечными ресторанами, туристическими толпами. Это скорее про реальную местную жизнь. Большинство приезжает за морем, солнцем людей, туристов, пляжами, барами, активной жизнью у моря. То есть у многих людей Испания ассоциируется именно с отдыхом. А здесь другой формат. Исторический регион, где больше крепостей, старых городов, раскопок и таких вот почти незаметных памятников. Хотя, если честно, сейчас даже это немного нас удивляет, потому что в любой другой стране Европы такие места были бы переполнены туристами. И в конце этого ролика мы еще вам покажем один очень интересный факт про Экстремадуру, то, чем она реально славится, но о чем мало кто знает. Фантастика. Я такой ощущение, как будто Пласа Альта. в Средиземье. Пласа Альта. В средних веках. Ощущение какой-то кинематографичности, нарисованности, да, вот что-то такое, но такая она необычная. И народу не так уж и много. Еще одно место в Бадахосе, которое реально цепляет, это Пласа Альта. С одной стороны, яркие арки, красно-белые и темные цвета, как будто это декорация к фильму. С другой стороны, часть зданий выглядит более спокойно и выцветшей. И это не случайно. Историки и реставраторы считают, что площадь изначально действительно была очень яркой, а со временем краски просто выгорели под жарким солнцем Экстремадуры. Летом здесь температура спокойно поднимается до 40 градусов и выше, и это сильно влияет на архитектуру и цвет города. Площадь полностью окружена аркадами, и раньше это был важный торговый и общественный центр старого города. Здесь проходили рынки, встречи, городская жизнь. Все было сосредоточено именно вокруг этих арок. И если присмотреться, можно заметить, как в этих переходах и фасадах смешалась история. Арабское влияние, средневековая архитектура и более поздние реконструкции. Атмосфера на этой площади очень необычная, как будто ты находишься в месте, которое одновременно и историческое, и немного театральное. Именно такие детали делают Бадахос совсем неочевидным городом. Здесь каждый уголок раскрывается постепенно. Второй день нашего путешествия по этому региону Испании начался достаточно неожиданно. Мы с Алексеем вдруг поняли, что до Португалии отсюда ближе, чем кажется. Поэтому сегодня мы решили просто сесть в машину и съездить туда на прогулку. Буквально на несколько часов, да-да. Это так близко. И, честно, именно в этот момент стало понятно, почему иностранные туристы сюда почти не доезжают. Они доезжают сюда, иностранные туристы, потому что здесь совсем другая Испания и совсем другая Португалия уже рядом. Вот, кстати, Португалия. Дальше нас ждал город, который почти никогда не встречается в туристических маршрутах почему-то. Кстати, друзья, однажды Испания, когда захватывала, когда были постоянные войны с Португалией, они захватили вот ту вот гору, высокая точка, и слева они бомбили, стреляли, обстреливали вот тот город. И тогда португальцы поняли, что нам нужно сделать крепость именно на той вершине горы. Мы сейчас туда обязательно подъедем, мы вам покажем. И она действительно видно, что это очень стратегическая точка. С этой точки простреливались все подходы в Португалию, а это прямая дорога в Лиссабон. Всего 10 минут от Бадахоса, и мы уже в Португалии. Это Элваш, белые каменные стены, черепичные крыши, и сразу чувствуется совсем
совсем другая атмосфера и архитектура. Хотя расстояние минимальное, ты буквально ощущаешь, что это уже другая страна. По домам, по стилю, по всему. И дальше перед нами одна из главных достопримечательностей города – акведук Аморейра. Огромная система арок XVI века, которая когда-то снабжала город Элваш водой и до сих пор доминирует в пейзаже. Самое необычное здесь то, что это не просто памятник. Через его арки реально проходит дорога, и ты въезжаешь в город прямо сквозь эту историческую конструкцию. Мы приехали в Форте-да-Граса в Элваше, крепость на границе с Испанией, которая защищала эти земли Португалии. Вход сюда стоит 10 евро на двоих, и впереди еще есть несколько интересных мест, которые мы вам покажем. Котя, местный котик нас встречает. Я вчера про нее прочитал, что даже если пройдя первый вход, Мур, мур. Мы взяли карту, здесь все расписано. Ну, кстати, кому интересно, вы можете просто вот поставить на стоп и прочитать. Внутри крепости бесконечные коридоры, тоннели, переходы, настоящие лабиринты, где на секунду кажется, что можно легко заблудиться. Узкие ходы, скрытые лазы и ощущение, что крепость больше, чем кажется снаружи. Ты не застрянешь? Ты вылезешь потом? А это Каса де Гувернадор, дом губернатора крепости. Именно здесь жил комендант Форте-да-Граса. Знаешь, какой дом надо? Какую дачу? В центре гостиная, и вот так по кругу. И тут комнаты, библиотека, рабочий кабинет, спальня. Сейчас заберемся. Для того, чтобы раз и наблюдать со всех сторон, что происходит. Едут ли гости. Слушай, ну лесенка вообще. Потом мы просто проехались по Элвашу, очень зеленый чистый город с брусчаткой под ногами и спокойной атмосферой. Туристов почти нет, максимум пара автодомов и редкие путешественники, будто место еще не раскрутили. И даже ближе к полудню многие кафе еще закрыты, здесь все очень размеренно, без суеты, как будто город живет в своем тихом ритме. И португальские города. Кстати, они значительно отличаются уже от испанских. Какие-то белые стены, каменные такие, и терракотовые крыши, везде брусчатка. Вот это маленький городок, но чувствуется уже другая какая-то архитектура, другая какая-то культура, немножко другое домостроение. Ну, опять-таки, вот все очень узенькое, маленькое, и парковочки. Пока ищем, смотрим, где мы можем остановиться, чтобы немножечко обозреть этот городок. Ну, заедем, сейчас не знаю, как у нас получится. Вот местечко, будем парковаться. Правда, очень зелененький городок. Наверное, летом жарко. Евро 70 кофе с молочком. И я только сейчас понял, что я нифига не знаю португальский язык. Он совершенно другой. Если у нас quanto cuesta, да, по-испански, здесь cuento custo. Слушай, они не говорят на испанском, ты не спросил? Нет. И нет? Мы говорим си, а они говорят сим. Сим? Мы говорим gracias, а они говорят obrigado. Или обригада, если говорит женщина. Обригада, да. Обригада, да. Но все равно приятно, хорошо. Можно же взять переводчик с собой в крайнем случае. Там, да? А может, кто-то знает португальский. Вот у Димы, например, учительница в школе, в гимназии в Санкт-Петербурге. Она жила с детства в Португалии, а потом преподавала испанский язык в школе. Ну, в гимназии. Все думают, что это испанский. Да, немножко она так шикала, но не суть. Я хочу сказать, что многие люди-то, в принципе, знают, наверное, в той или иной степени португальский язык. В общем, пропасть нельзя. Здесь. Я понял, что после того, как я выучу в совершенстве испанский язык, все-таки подучу еще и португальский. Да? Может, английский прокачать получше, немецкий. Ну, английский что у нас на лету сейчас? C1 хватит. Вот так. Вот такой городок милый, такой ресторанчик, народу практически никого. Время уже, по их меркам 12-й, по испанским 1-й. Да? Вот там тоже такая улочка, погода. Вот так. Туристы, где вы? Ау! Кофе неплохой. Ау!
туристов-то нет иностранных. Цены, в принципе, адекватные. В принципе, как у нас на побережье, даже что-то дешевле. Ну, я посмотрела, и вода, и сервеса там, водичка евро, сервеса там тоже не сильно много, там постросы 6. В общем, все так же, приблизительно, не дороже. Прогулочка у нас длилась несколько часов, все находится рядом, и поэтому, прогулявшись немножко, мы возвращаемся в Испанию. Мы с Алексеем думали, что после португальского Ильваша нас уже нечем удивить, но испанский водоход вечером оказался совсем другим городом. Никто не показывает эту сторону водохоса, а зря. Всего 15 минут назад мы были в Португалии, в крепости рядом с городом Ильваш, объект ЮНЕСКО, а сейчас мы пересекли границу, вроде бы все та же Иберия, но атмосфера меняется полностью. Водоход оказался не только старой крепостью, как многие думают. Вечером город неожиданно превращается в современное, очень живое место у реки. Да, Алексей? Да, интересно. Во-первых, он зеленый. Во-вторых, здесь есть красивые цветы, ароматы, фонтаны. Такой вот аромат, как лимонник, что ли. Очень вкусно пахнет город. Да, сейчас мы прогуляемся. Припарковались мы там на набережной, абсолютно бесплатно. Парковок очень много. Красивая площадь. Сейчас посмотрим еще одну вещь, которая вас реально удивит. Чуть позже вы это увидите. У самого входа в старый водоход стоят знаменитые пальмовые ворота. Именно здесь веками начинался город. Рядом проходит старинный мост через реку Гвадиана. И вместе они образовывали главный въезд в крепость Бадахоса. Кто контролировал этот мост и ворота, тот фактически контролировал весь город. А построены они были в 16 веке, после перехода Бадахоса под власть Кастильской короны. Через них проходила дорога из Португалии. Название «Пальмовые ворота» появилось из-за пальм, которые росли рядом с входом в город. Город, оказывается, очень современный. Посмотрите, здесь есть зона велосипедов. Можно ездить на великах. Шикарная такая набережная, красивая. Сейчас мы еще эти воротики посмотрим отсюда, с этой стороны. Но мне кажется, вот в Валенсии точно так же старые ворота, вход в старый город. Также набережная какая-то, да, мост. Очень похоже. Мост, кстати, 15 века. Какого? Мост 15 века. Мост 15 века. Что мне очень понравилось здесь, местный житель к нам подошел и рассказал, так вкратце об этом месте. Я у него спросил, говорю, вы родились здесь? Он говорит, я родился во Франции, но живу здесь. Угу. То есть абсолютно добрый, гид, наверное. приветливый. Не, почему гид? Он просто... Просто, да. Пойдемте по этому мосту. Мы с Алексеем вообще не ожидали, что Бадахос окажется таким, да, Алексей, красивым городом. Сейчас мы вам покажем те места, которые туристы обычно проезжают мимо. Едут в Португалию, как-то проскакивают и вообще не сильно гуляют по Бадахосу. А оказывается, здесь очень и очень стоящие места, и стоит здесь немножко задерживаться. Сейчас мы идем по мосту, он называется Puente de Palmas. Это старый исторический мост Бадахоса через реку Гвадиана. Он ведет из старой части города к более современной зоне города и паркам на другом берегу. А красивый современный мост слева, это, скорее всего, у нас Puente Real. Видите, какая красота. Вместо типичного провинциального города, который ожидаешь здесь увидеть, все-таки он там, как бы с краю, Экстремадура, о которой мало говорят, которая не туристическая, считают, что она не сильно там развита экономически и так далее. Мы вдруг увидели огромную живую набережную, вот там большой город. Видите, вот всякие кафешки, рестораны, старый город, красивый мост. Река. Мы увидели вечером вот эта живая набережная, современный мост. Подсветка будет скоро. Кто-то занимается спортом. Красивая река Гвадиана. И все это вообще не вяжется с тем образом Бадахоса, который обычно представляется туристам. Вообще я раньше думала, что это город где-то вот в Экстремадуре жарко, все выжжено кругом, нет зелени, нет ничего интересного. Но оказалось, что очень много интересного.
Видим знаменитую Аль-Касабу де Бадахос. Это одна из крупнейших арабских крепостей Испании. Мы вчера там гуляли. Сам мост через Гвадиану тоже имел огромное значение. Он был одним из немногих удобных переходов через реку, поэтому в военное время за него постоянно шли сражения. В средние века и позже, во время испано-португальских конфликтов, Бадахос много раз осаждали именно из-за этого стратегического положения. Когда путник проходил через мост и входил в Пальмовые ворота, он попадал уже внутрь защищенного города. Здесь начинался Бадахос – крепость, торговый центр и пограничный щит Испании. Перес Эрнандес. Почему? Оказывается, это мост древний, и эти надписи к этому никакого отношения не имеют. Это Я думаю, что кто да. участвовал в реставрации, они Да. увековечивали таким Я образом. тоже кто так финансировал. думаю. Я тоже так думаю. И вот эти замочки тоже не имеют отношения к строительству, наверное. А просто это как в Питере свадьбы проходят и вешают такие замочки, наверное. Рыбу ловят. Прикольно. Как мы уже говорили, Бадахос – настоящий город птиц. Вдоль реки находится охраняемая природная зона, где останавливаются перелетные птицы. Благодаря воде, мягкому климату, зеленым берегам здесь можно увидеть аистов, лебедей, гусей, цапель и многих других птиц. Знаете, что нас больше всего удивило в этом городе? Вот как вы думаете, вы сейчас скажете, вот это Аль-Касаба, или этот мост, красивейшая река, или то, что рядом Португалия. Да, это, конечно, все замечательно, но больше всего, конечно, удивило то, что это зеленый, активный, красивый, спортивный и живой город, где люди живут. И, кстати, я прочитала, что он относительно безопасный по испанским меркам. То есть уровень все-таки здесь как бы такой криминальности, он как-то ниже. Это спокойный город, здесь нет толпы туристов, здесь ничего не впаривают, там какие-то продажи и так далее. Кстати, здесь, мне кажется, меньше курят. Я не почувствовала здесь большого запаха дыма и так далее. Я не вижу тут битых каких-то машин. Спокойнее люди на дорогах ведут себя, чуть спокойнее. Он спокойно живой, аутентичный. Здесь есть и история, и вот там, и современность, более современный мост. И есть старый район, есть новые районы, которые вам показывали, новостройки красивые. Также есть университет, но я ничего не пиарю. Никого ни к чему не призываю, не уговариваю. Мы просто показываем вам, что Испания, она разная. И вот есть недооцененные города и места, которые часто туристы не посещают, а гиды не рассказывают. И даже те, которые прожили 20 и 30 лет здесь, иногда не знают, не посещали или просто не говорят. Ну все, мы посидели, насладились. И пойдем, наверное, дальше. Какие есть предложения? Есть предложение подойти к такой надписи. С надписью, Которую вы сейчас увидите. которую сейчас увидите. Чуть позже. Vamos, vámonos. Смотрите, вот он справа, исторический город. А поворачиваемся в другую сторону и современный. Мы заметили, что Бадахос – это не город массового туризма. В основном сюда приезжают сами испанцы, и часто это поездки по пути. Например, из Мадрида в Лиссабон. В отеле мы встречали туристов из Китая и пенсионеров из Мадрида, которые как раз ехали на автобусах транзитом в Лиссабон. И путешественников также встречали на автодомах, в том числе, например, из Германии. В целом поток спокойный, без большого наплыва туристов. И, судя по всему, Бадахос больше про внутренний и транзитный туризм, чем про большие международные потоки. И, наверное, именно весна, вот сейчас, это самое лучшее время года, когда посещать можно этот зеленый, с мягкой погодой город. И еще здесь в это время нет летней жары под 40 градусов. Ну, а летом, я думаю, поток будет и туристов еще меньше. И вот, проехав по Бадахосу и Экстремадуре, мы начали понимать, почему это не массовое туристическое направление. Здесь нет моря и пляжей, нет той привычной туристической жизни с бесконечными барами, дискотеками, как в Бенидорме, и нет большого количества шопинг-центров или развлечений на каждом шагу. Музеи и культурные места, конечно же, есть, но это не уровень крупных туристических столиц. И поэтому сюда в основном приезжают транзитом, чаще всего по пути из Мадрида в Лиссабон или к океану в Португалию. Это, можно так сказать, регион для жизни и работы, а не для массового отдыха туристов.
На обратном пути мы проехали Мериду, это столица Экстремадуры. Это древний римский город с невероятно хорошо сохранившимся историческим центром. Мы, к сожалению, в этот раз не останавливались в нем. Это точно тема для отдельной поездки, для отдельного видео. И вообще, один из самых важных, но не самых очевидных моментов региона Экстремадура – это его римское наследие. Немногие об этом знают, а также не всегда это говорят туристам. Здесь сохранились театры, дороги, арки, целые археологические комплексы, например, в Капоре. Мы там были, у нас есть видео на канале, также можете его посмотреть. И часть объектов до сих пор раскопана не полностью. И, кстати говоря, это не случайно, что здесь столько римских артефактов, римского наследия. В древности именно здесь находилась важная римская провинция Лузитания. Мягкий климат, отсутствие крупных перестроек в средние века и то, что регион долгое время оставался сельским и не был сильно застроен, помогли сохранить эти древние сооружения практически в первозданном виде. Так вот. Там законсервированы места. Вот так вот можно просто пройтись, посмотреть. И, конечно же, мы успели увидеть еще и римские места, театр, древние каменные конструкции, колонны, которые сохранились со времен Римской империи. Все это производит очень сильное впечатление, когда понимаешь, что этим руинам тысячи лет. Но подробнее об этом мы расскажем уже в следующем нашем видео. Это будет отдельная история, очень интересная и насыщенная. Не пропустите, подпишитесь, и дальше будет только интереснее. Здесь выходили актеры. Вот интернет, кстати, они все, наверное, так же конструировались, как в Картахене. Кто был там в театре, в музее Римского театра. Да, вот там был навесы. Вот здесь сцена. Кажется, сейчас будет шторм.